Добрый вечер всем и добро пожаловать на нашу публичную лекцию Геологического общества Лондона «Марсианская органика» по результатам космических миссий изучения метеоритов с Лидией Холлис. На протяжении всей лекции ваши микрофоны и видеокамеры будут отключены, вы сможете только слышать и видеть выступающих. Я доктор Меган О'Доннелл, я сотрудник по коммуникациям и политике Геологического общества Лондона. Сегодня Лидия исследует основную задачу нескольких миссий, направленных на Марс. Определение, была ли жизнь на нашем маленьком красном соседе. Целью этих миссий определить присутствие органических соединений в грунте и в горных породах Марса, и в конечном счете доставка образцов на Землю для детального изучения. Тем не менее, некоторые марсианские породы уже присутствуют на Земле в виде метеоритов. И известно, что эти породы содержат органические соединения. Поэтому во время этого выступления Лидия расскажет, что мы можем узнать, изучая эти метеориты, и как они могут помочь нашим исследованиям марсианской поверхности. Доктор Лидия Каллис окончила Имперский колледж в 2006 году со степенью мастера наук в области геологии. Оттуда она перешла работать в Музее естественной истории в Лондоне, где защитила докторскую степень по геологии Луны. Главным образом ее работа была связана с аполлоновскими образцами. В 2010 году она проработала постдоком по НАСАвской программе в области астробиологии в Университете Гавайев. Ее текущие исследования в Университете Глазго включают в себя изучение минералогии и химии хондритовых метеоритов, которые происходят от каменистых малых планет или больших астероидов. Теперь усилия Лидии сосредоточены на выяснении, как такие планетные тела удерживали летучие элементы, такие как водород и углерод, в высокотемпературных условиях их формирования. В конце презентации Лидии будет 15-минутная сессия вопросов и ответов. Поэтому, пожалуйста, задавайте все свои вопросы в поле вопросов и ответов в Zoom. К сожалению, мы не сможем ответить на каждый из ваших вопросов, но постараемся их обобщить. И, наконец, это видео будет транслироваться на наш канал в YouTube на канале Геологического общества. Без дальнейших лишних слов передаю слово Лидии. Спасибо, Меган. Сегодня я собираюсь поговорить о марсианской органике. И в частности о том, как мы связываем данные космических миссий по органическому веществу Марса с метеоритами, которые найдены здесь, на Земле, и которые классифицированы как марсианские. Этот год был очень и очень загруженным в плане марсианских миссий. У нас целых 3 успешных миссий, которые уже были либо совершили посадку, либо вышли на орбиту вокруг Красной планеты. Первым стал орбитальный аппарат Аль-Амаль Объединенных Арабских Эмиратов, который был выведен на орбиту в феврале этого года. Затем у нас была экспедиция НАСА Марс-2020 с марсоходом Perseverance, который успешно сел на поверхность Марса. А вертолет Ingenuity, прикрепленный к марсоходу Perseverance, уже совершил 5 успешных полетов над марсианской поверхностью. Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года. А затем в мае 2021 года Китайское национальное космическое управление вывело на марсианскую орбиту аппарат Синьвэнь-1 и успешно посадило на равнину Утопия посадочный модуль с марсоходом Чжужун. Этот марсоход только что успешно покинул свою посадочную площадку и в настоящее время исследует поверхность Марса. И это делает Китай второй страной после США, которая успешно осуществила мягкую посадку на поверхность Марса. Так что этот год был очень насыщенным, а главное, что очень успешным. И как вы видите из этой диаграммы, что со временем мы становимся все более и более успешными в области орбитальных полетов, посадочных модулей и марсоходов. Тогда как ранее марсианские миссии часто постигали неудачи. Первый раз успешная мягкая посадка на Марс была совершена в 1975 году. Это были 2 станции «Викинг». «Викинг-1» и «Викинг-2». Это первые успешные посадочные модули НАСА. Они изучили состав марсианской атмосферы, сделали несколько фотографий. И следующий успех у нас был только в 1996 году, когда посадили спускаемый аппарат Mars Pathfinder. На нем был прикреплен маленький ровер, который был своего рода игрушечным марсоходом. Ему удалось проехать только несколько сотен метров, исследуя геологию поверхности Марса. В последние годы в отправленных миссиях стало больше успехов, чем неудач. Так, в 2003 году НАСА добилась больших успехов со своими марсоходами. НАСА отправила сразу 2 марсохода Spirit и Opportunity. Я думаю, из-за подстраховки, на случай, если один выйдет из строя при посадке. Но обе миссии были успешны. Оба марсохода сели на поверхность Марса в 2 разных районах, и им удалось исследовать потенциально обитаемые места. Это такие места, где полагали можно поискать жидкую воду,
либо доказательство существования жидкой текущей воды на поверхности Марса. И марсоход Opportunity только сейчас перестал работать. Таким образом, его исследования поверхности Марса продлились более 10 лет. Кроме того, у нас был целый ряд запущенных успешных марсианских орбитальных аппаратов. Следующим успешным спускаемым аппаратом была марсианская научная лаборатория с марсоходом Curiosity в 2011 году. И этот ровер все еще работает. Кроме того, это был самый большой марсоход, когда-либо приземлявшийся на поверхность Марса. Марсоход Curiosity размером с небольшой автомобиль, и он весит около тонны. Так что это был действительно огромный успех. Теперь давайте о современных миссиях, которые еще не были включены в эту диаграмму, потому они начали работать только с февраля этого года. Итак, это марсоход Perseverance, китайский марсоход Zhuzhun и орбитальный аппарат Oahe-Alyamal. Они не включены в эту схему. Но этот год был очень насыщенным. И, как видите, есть еще действующие миссии. Это марсианская научная лаборатория с марсоходом Curiosity, которая все еще работает, Maven-1, и у нас есть посадочный модуль InSight. На этой диаграмме не отображается информация о них. Успешные посадки, включая марсоход НАСА. И сейчас на поверхности Марса находится китайский марсоход Zhuzhun. Итак, каковы цели этих миссий? Oahe-Alyamal ведет только орбитальные исследования. Он сейчас на орбите Марса. И цель этой миссии – изучить марсианскую атмосферу. Он ведет измерения химии марсианской атмосферы и изучает марсианский климат. Задача китайского марсохода Zhuzhun – изучить геологию и структуру марсианского грунта. А марсоход миссии НАСА Марс 2020 Perseverance прежде всего ориентирован на поиски признаков обитаемости. Он ищет признаки древней и современной жизни на марсианской поверхности. Помимо этого он также отбирает образцы горных пород и грунта. Образцы складируются в контейнер, который в будущем будет отправлен на Землю. У нас есть еще запланированная подобная миссия, которая будет отправлена на Марс для сбора образцов. А затем будет еще одна миссия, которая привезет все эти образцы на Землю. И это действительно важно, потому что определенные исследования мы можем провести только здесь, на Земле, в оборудованных лабораториях. И их невозможно сделать на месте марсоходом. Как вы знаете, существуют приборы, которые могут быть размером с комнату и больше. Они потребляют много электроэнергии, поэтому их невозможно отправить на Марс в настоящее время. Однако мы можем доставить образцы с самого Марса. И их можно тщательно проанализировать в земных лабораториях. И там, быть может, мы найдем признаки существования жизни. Европейским космическим агентством запланирована миссия ExoMars с марсоходом Розалинда Франклин. Она запланирована на 2022 год, что довольно скоро. У этого марсохода есть уникальная возможность бурения грунта. У него имеется бур, который может отбирать образцы для анализа с глубины до 2 метров. Тем самым мы избегаем проблемы сильного облучения марсианской поверхности, пагубного для существования жизни. Для поиска текущей жизни и признаков прошлой жизни нам необходимо найти органические молекулы. Это молекулы из углеводородных цепочек с какой-то функциональной группой, содержащей молекулы кислорода, азота, фосфора и тому подобное. Они слагают, в частности, клеточные стенки, белковую ДНК, которые у нас на Земле являются строительными блоками для жизни. Данные молекулы под действием марсианской радиации должны быстро разрушаться. И поэтому самые устойчивые к радиации микробы, известные нам по Земле, вероятно, не смогут размножаться или как-то очень долго выживать на поверхности Марса. Поскольку от Солнца исходит сильная радиация, а очень тонкая марсианская атмосфера по-настоящему не защищает марсианскую поверхность от такого интенсивного облучения. Однако, если мы опустимся на 2 метра ниже под поверхность, то эта радиация не может сквозь грунт проникнуть на эту глубину. Следовательно, на глубине около 2 метров есть шанс существования жизни, которая будет защищена от воздействия внешнего облучения. Также там можно будет найти неразрушенные радиацией следы древней жизни. Таким образом, задачей марсохода Розалинда Франклин миссии ExoMars состоит в обнаружении при помощи бурения сохранившихся захороненных сложных органических молекул, которые не могли сохраниться на поверхности. Так что же нужно для существования жизни? Как мы знаем, для жизни требуются определенные вещи, чтобы она могла развиваться и выживать. Нам нужен какой-то растворитель,
которым на Земле является жидкая вода. У нас на Земле жизнь в обилии. Но эта земная жизнь нуждается в воде, которая играет роль растворителя, для того, чтобы развиваться и размножаться. Также должен быть источник энергии. А на Земле это либо энергия Солнца, либо энергия гидротермальных источников. У нас есть такие места, как глубоководное дно океанов, куда не проникает солнечный свет. И там обитают хемоавтотрофные организмы, которые получают энергию за счет хемосинтеза и тепла гидротермальных курильщиков. По аналогии под поверхностью Марса, куда не проникает солнечный свет, есть возможность для развития хемотрофных микроорганизмов, а это может быть строительными блоками для жизни на Марсе. Мы знаем, что известная нам жизнь слагается молекулярными углеводородными цепочками, где атомы углерода образуют связь с другими атомами углерода, к которым затем присоединены молекулы водорода и различные другие атомы. И эти молекулы слагают такие вещи, как двойная спираль ДНК, характеризующую жизнь. Однако это не означает, что в других местах Солнечной системы или во Вселенной жизнь должна строиться вокруг углеродных цепочек углеводородов. Существуют гипотезы о том, что жизнь может быть основана на основе кремнезема, потому что атомы кремнезема также образуют цепочечные молекулы. Однако у нас глубокие знания только об углеводородной жизни. И именно этот тип жизни мы ищем на Марсе. Для существования жизни необходимы приемлемые условия для выживания. Должна быть стабильная среда. То есть для выживания должны отсутствовать, например, громадные столкновения с астероидами и сильные колебания температуры. Итак, необходима стабильная среда. Но и в этом случае такие факторы, как радиация на поверхности Марса, могут препятствовать выживанию жизни. Однако подповерхностная среда может считаться более стабильной с точки зрения температуры и с точки зрения меньшего количества разрушительной радиации. И цели последних миссий на самом деле заключаются в выяснении, существуют ли перечисленные факторы для выживания жизненных объектов. То есть пригоден ли Марс для жизни? Может ли он быть обитаемым? Возникала ли когда-либо в его истории жизнь? И присутствовала ли эта жизнь на поверхности Марса? Для меня еще интересны вопросы. Что если мы обнаружим, что Марс пригоден для жизни, но ее там сейчас нет, то что это означает в отношении жизни на Земле? Насколько редка жизнь вообще? Земля – это аномалия? Или скорее жизнь не является чем-то уникальным? И насколько она распространена в нашей Солнечной системе и, возможно, в нашей Вселенной? Итак, как бы там ни было, есть ли жизнь на Марсе или нет, для нас это все еще важный вопрос, на который нужно ответить, даже если ответ будет отрицательным. Так что же мы ищем на поверхности Марса, чтобы найти эти обитаемые среды? Вот топографическое изображение марсианского глобуса. Это как карта Земли. У нас южное полушарие внизу, а северное полушарие вверху. И цвета отображают высоту. Поэтому высокие горы окрашены в коричневый, оранжевый и красный цвета, а низины в синие и фиолетовые. Как видите, между северной и южной частями Марса есть некоторая разница. Южная область более возвышенная. Мы называем ее Южным Нагорьем. За исключением вот этого большого бассейна Эллады, который по сути является очень глубоким ударным кратером с правой стороны в южной части изображения. Большая же часть южного полушария характеризуется заметными высотами. И как вы видите, Нагорье густо усеяно кратерами. А если мы переместимся в северное полушарие, то можно увидеть, что оно характеризуется более ровной низиной и кратеров там гораздо меньше. С точки зрения планетологии, чем меньше кратеров, тем моложе местность, так как прошло гораздо меньше времени, чтобы накопить достаточно ударных кратеров. Итак, у нас есть более старое южное Нагорье или материк и более молодые низменности северного полушария или моря. И вы видите, что многие миссии марсоходов и лендеров сосредоточены в пограничной зоне между этими двумя регионами. Вот это сине-зеленая переходная область между Южным Нагорьем и северной низменности. И это не случайность. Именно в этой сине-зеленой зоне есть много свидетельств наличия текущей воды, такие детали, как высохшие русла рек,
старые кратеры, однажды которые, вероятно, были заполнены жидкой водой. Некоторые ученые полагают, что в прошлом на Марсе плескался Северный океан. А эта сине-зеленая зона маркирует береговую линию этого марсианского древнего океана. Однако сейчас нет полного согласия на этот счет. Но данная область характеризуется деталями, говорящих о большой активности рек, стекавших с этих южных Нагорий вниз в северную низменность. И в местах посадок Пэтфайнда, Викинг и ExoMars найдены русла таких водных потоков, которые впадают в северный равнинный регион. Итак, вот несколько изображений речных русел. Впервые убедительные доказательства того, что на Марсе есть высохшие русла рек, были получены с орбитального аппарата «Викинг». Вот слева изображение, полученное с орбиты в середине 70-х. Разрешение, конечно, не очень. Изображение покрывает примерно 160 километров. Оно немного пикселизировано. На этом черно-белом изображении не так много деталей. Но вы уверенно можете разобрать, что там есть система высохших русел. Все эти каналы сливаются в одно более крупное русло реки. Теперь это очевидно, так как совсем недавно, с помощью цветных камер высокого разрешения, нам удалось получить гораздо лучшие снимки поверхности Марса. И в самом деле работающие камеры на орбитальных аппаратах настолько хороши, что они действительно могут различать следы, оставленные марсоходом Curiosity на поверхности Марса. Вы можете различать детали метрового размера. Поэтому сфокусируемся на изображениях с высоким разрешением. И вот действительно хороший пример. Это цветное изображение области борозд Гефеста, Хефейстас фоссой, латинское название которой мне трудно произнести. Я думаю, оно означает что-то вроде бога огня, потому что борозды находятся на склоне большого вулкана Элизий. Вот тот кратер в верхней части изображения, полагают, был заполненным озером. Затем озеро разлилось и образовало эту прекрасную систему каналов Гефеста, которая как бы прокладывает себе путь к нижней части изображения. И можно представить, что вода стекала в этом направлении. Различаются целые острова между этими руслами. Эта система русел имеет протяженность более 600 километров. Они находятся на подступах к большой горе Элизий, в южной части равнины Утопия. И недавно в этом районе Китай посадил свой марсоход Чжужун или Чжуаронг. И сейчас китайский марсоход Чжужун исследует этот регион, его геологию, геохимию и грунт. Его цель – собрать свидетельства того, что в прошлом на Марсе текла вода. Узнать, когда вода исчезла. Выяснить, когда произошло высыхание этого марсианского региона. Вот такого рода вопросы. Так что было бы очень интересно увидеть результаты их исследований этого региона в ближайшее время. А это изображение кратера Гейла. И как вы, наверное, знаете, это место посадки марсохода NASA Curiosity. Он приземлился сюда в 2011 году. И он проводит исследования этого места до сих пор. Гейл – это очень большой кратер. На горизонте на этом фото можно различить края кратера. Считается, что когда-то весь этот кратер был заполнен долгоживущим озером, то есть в нем была обстановка стоячей воды. И это можно определить по слоям породы свинцового цвета на переднем плане этого изображения. Это тонкие слои аргиллита и песчаника, и они образуют мощную пачку переслаивания. Такие слои образуются посредством осаждения поступающего материала, сносимого речными системами, которые питают озеро. Эти осадки оседают из толщи воды и со временем образуются пачки слоистых отложений. И внушительная мощность такой пачки слоистых отложений указывает на существование этого озера в течение длительного периода времени, так как такое тонкослоистое осадконакопление требует много времени. Итак, мы здесь на Марсе нашли признаки древнего водоема со стоячей водой. А это значит, что потенциально это была пригодная для жизни среда. Понятно, что сейчас сухо. Но в прошлом, мы полагаем, это был большой долговременный спокойный озерный водоем. И это прекрасная среда для развития микробов. Итак, мы поговорили об исследованиях на поверхности Марса. Но кроме того, есть и орбитальные аппараты, которые изучают его атмосферу. В частности, орбитальный аппарат Race Gas Orbiter. Это миссия Европейского космического агентства. И в настоящее время он проводит исследования состава марсианской атмосферы на предмет следов газовых примесей. Если мы сравним атмосферы Земли и Марса, то у Марса очень тонкая атмосфера.
Поэтому давление на поверхности Марса составляет менее 1% от давления на поверхности Земли. Атмосфера Марса очень и очень тонкая. В настоящее время она состоит в основном из углекислого газа. Ее основной состав – 96% углекислого газа, немного азота, немного аргона. Но также есть куча важных газовых примесей, и к ним относится метан. Итак, у нас метан присутствует в атмосферных газовых примесях. Но метан – это то, что мы на Земле называем органической молекулой. Да, это простая органическая молекула, состоящая всего из одного атома углерода и 4 атомов водорода. И орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter в данный момент отслеживает колебания содержания метана в атмосфере Марса. Метан – органическая молекула. Как известно, на Земле метан образуется в результате биологической активности. А здесь на этом графике показаны результаты мониторинга. Содержание метана по оси Y указано в частях на миллиард. Это следовые концентрации газа, то есть его очень и очень мало. Но приборы на Trace Gas Orbiter отличаются действительно хорошей чувствительностью для обнаружения очень малых количеств метана. Эти точки показывают разные анализы орбитального аппарата Trace Gas Orbiter в течение года. По оси абсцисс у нас шкала времени. И вы можете увидеть показания для разных сезонов, для весны, лета, осени и зимы. Из этой кривой, которую формируют эти точки, вы можете видеть, что весной, в конце весны, в атмосфере понижение концентрации метана. Но с переходом лета в осень и повышением температуры концентрация метана в атмосфере увеличивается. А затем, когда температура становится ниже, опять же ближе к зиме, содержание метана снова падает, как будто он исчезает из атмосферы. И это сбивает с толку. Ученые до сих пор ломают голову, почему же происходит такое циклическое изменение содержания метана. Пока ясно, что оно связано с температурой на поверхности Марса. Есть два типа гипотез о таком поведении метана. Как я уже упоминала, метан может быть продуктом биологической активности. Когда коровы едят траву, микроорганизмы в их желудках выделяют много метана. Я, конечно, не утверждаю, что на Марсе есть коровы, но в его недрах могут быть подобные микробы, которые производят метан. Этот метан может связываться в газогидраты или клотраты метана, которые присутствуют во льду вечной мерзлоты под поверхностью. Под действием нагрева поверхности подземный лед тает, и связанный в клотраты метан высвобождается. Таким образом, в летнее время выделяется метан. Так что этот метан мог бы воспроизводиться под поверхностными микробами. Другой сценарий заключается в том, что он образуется в результате химического взаимодействия подземной жидкой воды с вмещающими породами. Затем он также связывается в клотраты во льду под землей, а затем в теплое время высвобождается. Теперь нам осталось найти разницу между микробиогенным метаном и абиогенным метаном, который произошел за счет геохимических реакций без вовлечения биологии. Trace Gas Orbiter не может этого сделать. Все, что он может, это получать информацию о присутствии метана и его количестве. Он не дает ответа, откуда взялся метан. Так что сейчас это открытый вопрос. Но надеюсь, когда мы вернем образцы на Землю, мы сможем проанализировать метан, присутствующий в горных породах, и определить, является ли метан продуктом биологической активности, или это метан, произведенный обычным химическим путем за счет реакции горных пород с жидкой водой в недрах Марса. Окей. А как насчет более сложных органических соединений, обнаруженных на поверхности Марса? Что ж, на дне кратера Гейла в этих аргелитах Curiosity действительно обнаружил органические молекулы. Среди органических молекул, которые он обнаружил, есть тиофены. И это важное открытие, потому что это довольно странные органические молекулы. Они, как вы можете видеть на этой схеме, представляют собой кольцевую цепь углерода. Здесь углерод – это черные сферы, а водород – это белые сферы. Это замкнутая в кольцо углеводородная цепь, но в эту цепь входит один атом серы, замещающий углерод. Поэтому они представляют собой довольно экзотичные органические молекулы. Марсоход Curiosity обнаружил тиофены в аргелитах, пробурив в них небольшие отверстия, как вы можете видеть на этом изображении. С глубины в несколько сантиметров Curiosity извлек образцы марсианского грунта и, проанализировав на месте, нашел в них органику. На Земле тиофены можно найти в угле и нефти, то есть в ископаемом топливе. Это среды, где сосуществуют сера и углерод. Уголь и нефть образуются за счет отмирания живой органики.
Органические остатки погружаются на дно водяной колонны, где, захораниваясь, преобразуются в нефть. Но точно в такой же ситуации, когда у вас какой-то организм отмирает и разлагается, образуются тиофены. На Земле тиофены можно обнаружить также в современных живых организмах. Например, в белых трюфелях. Опять же, я не предполагаю, что в кратере Гейла надо искать белые трюфели. И я никак не могу утверждать, что эти тиофены в кратере Гейла являются продуктом биологической деятельности. Они вовсе могут быть и не связаны деятельностью организмов. Просто на Земле тиофены связаны с жизнью, потому что на ней жизнь в большом изобилии. И именно поэтому на Земле тиофены являются биологическим продуктом. Тиофены могут продуцироваться биологически. Проблема опять же в том, что марсоход Curiosity не может указать нам, произведены ли тиофены биологически или микробами. Все, что он может сказать нам, это то, что они существуют и в заметном количестве. И нам действительно нужно доставить эти образцы обратно на Землю, чтобы проанализировать их более тщательно. То есть выполнить нужный анализ, который невозможно выполнить марсоходом на месте. Но вы знаете, для этого нужны большие инструменты и мощные источники питания для их работы. Таким образом, возвращение образцов с Марса, собранных марсоходом Perseverance, это будет просто превосходно. Однако на самом деле сейчас у нас уже есть марсианские образцы на Земле в виде метеоритов. Метеориты – это своего рода случайная выборка образцов горных пород с любой планеты. Так что если нам попадаются метеориты с Марса, у нас нет возможности выбирать, откуда их выслали. Мы даже не знаем, откуда они были выбиты с поверхности Марса. У нас нет уверенности, что данный метеорит был выбит из этого конкретного места. Например, этот метеорит прилетел из кратера Гейла, или этот метеорит прилетел из бассейна Эллада на Марсе. Мы этого не знаем, у нас нет такой информации. Все, что мы знаем, это то, что они с Марса. И мы можем изучить их химию. А химия может многое рассказать нам о марсианской геологии и геохимии окружающей среде. В этих метеоритах присутствуют органические молекулы. Но проблема в том, что имеющаяся коллекция метеоритов представляет вовсе не те милые образцы аргелитов или песчаников, которые мы обнаружили в кратере Гейл, а это в основном базальты, которые по сути представляют собой застывшую лаву. Таким образом, большая часть Марса довольно скучная в геологическом отношении по сравнению с Землей. На Земле есть много-много различных типов горных пород и много-много различных типов мест обитания, которые производят различные отложения. А также у нас богатое разнообразие различных минералов и горных пород. А Марс довольно скучный. Подавляющее большинство местностей – это просто вулканы, которые извергали лавовые потоки. В основном вулканы извергали базальты, которые являются кристаллическими породами. Это тот тип пород, которые вы можете отобрать, скажем, на Гавайях. И в них можно найти прекрасные кристаллы. Но они не формируют осадочные породы. Они не образуются в обитаемой среде. Они формируются в вулкане. Таким образом, хотя марсианские метеориты и содержат органические молекулы, однако содержание органики довольно мизерное. Итак, сейчас я просто воспроизведу вот это маленькое видео. Это видео, снятое одним из моих аспирантов. Оно показывает небольшое включение, богатое органикой в одном из марсианских метеоритов из нашей коллекции в Глазго. Вот это темное неправильное пятно в основном состоит из смолистого вещества, что-то вроде керогена или дорожного асфальта. Это очень маленькое включение, которое меньше толщины человеческого волоса. И эти метеориты наполнены вот такими крошечными включениями. Но поскольку они такие маленькие, это означает, что общий процент органики в таких породах очень и очень мал. Но зато мы можем использовать инструменты лаборатории здесь на Земле, чтобы проанализировать это метеоритное вещество и провести сравнение с органикой, обнаруженной в кратере Гейла. Именно на этих объектах сосредоточено мое текущее исследование. Итак, у нас есть разные группы марсианских метеоритов, возраст которых варьируется от 4,1 миллиарда лет до 180 миллионов лет. Это возрастное различие действительно имеет значение, потому что самый древний метеорит, которому 4,1 миллиарда лет, должен был находиться в какой-то ранней, теплой и влажной марсианской среде. Это когда, по нашим представлениям, там плескался Северный океан, и когда атмосфера Марса была намного мощнее, чем сегодня. Так что когда-то Марс был потенциально гораздо более пригодным для жизни, чем в наши дни. Итак, у нас есть один известный нам метеорит, который образовался на поверхности Марса как раз в это время. Однако большинство метеоритов образовались намного позже, во время вот этого оранжевого амазонийского периода на шкале времени. По нашим представлениям, Марс уже был холоднее его поверхность суши. Уже высохли все эти прекрасные речные русла и озера,
уже больше не существовало Северного океана, и его атмосфера стала намного тоньше. Таким образом, потенциально большая часть марсианских метеоритов, имеющихся у нас в наличии, были сформированы в это менее пригодное для жизни геологическое время. Как я ранее упомянула, большинство из них представляют собой вулканические лавовые породы. Но для некоторых метеоритов известны даты и место падения. А это важная информация, так как марсианские метеориты попадают к нам в результате ударного события на Марсе, когда много материала выбивается из марсианской коры. Часть выбросов вылетает за пределы марсианской атмосферы, и небольшое его количество из этого направляется в сторону Земли. Затем какая-то часть такого материала выживает при проходе через земную атмосферу и достигает поверхности Земли в виде метеоритов. И их падение выглядит как своего рода падающие звезды. И некоторые из марсианских метеоритов были собраны сразу после падения сквозь атмосферу. А это действительно важная информация, поскольку если мы хотим изучить органическое содержание этих пород, то очевидно, что если метеорит лежал тысячи лет на поверхности Земли, любые внеземные микробы или органические молекулы, которые присутствовали в нем, вероятно, исчезнут. Плюс к этому будет загрязнение земной средой, в которой он оказался. Например, если он попал в грязную лужу или во влажные джунгли, несомненно, он быстро будет зараженным земной жизнью. Таким образом, метеориты известных падений являются действительно важными образцами с точки зрения содержания внеземной органики. Некоторые из метеоритов были найдены в пустынных средах «Экспедиция за метеоритами», в Антарктиде и в засушливых местах, таких как Сахара. И это для нас хорошо, поскольку они оставались в сухом виде, и земные дожди не сильно повлияли на них. Степень выветривания будет низкой. Но для изучения внеземной органики нам предпочтительнее для изучения вещество, собранное сразу после падения. Итак, откуда мы знаем, что метеорит прилетел с Марса? Метеориты разделены на множество различных групп. Зеленым цветом здесь обозначены астероидные метеориты. Если помните из новостей, недавно такой метеорит упал в Глостере в Великобритании, в местечке под названием Винчкомб. И наша команда из Глазго сразу бросилась на его поиски. И я даже не думала, что мы что-то найдем. Однако мы нашли очень даже много фрагментов этого метеорита. И как оказалось, это был один из тех углистых хондритов, родительское астероидное тело которого было очень богато органическими молекулами. И поскольку мы его тут же собрали, он очень свежий. Кстати, у нас теперь есть много фрагментов этого дождя, которые мы анализируем в данный момент. И это было очень захватывающе. Но, к моему сожалению, метеорит оказался не марсианским. Хотя я тогда скрестила пальцы, чтобы он был марсианским. Он оказался образцом с астероида. Это самые распространенные метеориты. Они здесь обозначены зеленым цветом. Родительские их тела – это астероиды. А в Солнечной системе довольно много астероидов. И такие метеориты постоянно прилетают на Землю, но точно так же они постоянно приземляются и на Марс. А еще на этой диаграмме есть метеориты, обозначенные голубым цветом. Это внеземное вещество, прошедшее планетарную стадию, образцы больших планетарных тел. Итак, у нас есть идентифицированные марсианские метеориты, у нас есть идентифицированные лунные метеориты. Мы знаем, что такой-то метеорит прилетел с Марса и такой-то с Луны. Помимо этих метеоритов есть и другие группы. Это метеоритное вещество, прошедшее планетную стадию, но сама планета так и не была идентифицирована. И это потому, что этих планет больше не существует. Итак, в ранней Солнечной системе, вероятно, были сотни каменистых планет, похожих на Марс, похожих на Землю, но не все из них выжили в результате взаимных столкновений. И как вы знаете, Меркурий, Венера, Земля и Марс – это 4 каменистых планет, пережившие тот действительно хаотичный ранний период времени. Итак, все, что у нас есть в наличии, это фрагменты, оставшиеся от этих тел. Мы можем сгруппировать эти метеориты вместе, но мы никогда не сможем идентифицировать их родительские планетарные тела, так как их больше не существует. А вот марсианские метеориты мы можем сгруппировать вместе. И мы знаем, что они с Марса. Так откуда мы знаем, что они с Марса? На мой взгляд, это одна из самых крутых научных работ. Итак, в 1975 году, как я уже упоминала, на поверхность Марса успешно осуществили мягкую посадку 2 станции «Викинг». И один из экспериментов, проведенных на них, заключался в проверке состава марсианской атмосферы. И они отправили эти данные обратно на Землю. И у кого-то вдруг возникла блестящая идея. Ой, вы знаете, у нас есть группа внеземных горных пород, которые, как мы знаем, по составляющим минералам и по их возрасту сгруппированы вместе. Но мы не знаем, откуда они взялись. А вдруг они с Марса?
И кому-то пришла в голову гениальная идея взломать один из маленьких пузырьков внутри этого внеземного, по сути, лавового материала. Как вы знаете, когда лава кристаллизуется, иногда она захватывает немного газа из атмосферы планетарного тела, на поверхность которого она извергается. И ученые вскрыли один из таких инкапсулированных пузырьков газа и измерили состав газа внутри этой породы. И они обнаружили, что по составу был идентичен составу атмосферы по данным Викинга. Таким образом, исследователи смогли связать эти метеориты с Марсом. Вот так мы узнали, что этот тип метеоритов действительно с Марса. Как я уже сказал, существует несколько групп. И для нашего анализа мы решили подыскать два наклитовых метеорита. Это очень свежие метеориты, они точно внеземного происхождения. Они представляют засушливый поздний амазонийский период марсианской истории. Но в них найдены свидетельства наличия небольшого количества текущей водной жидкости, такой же, как присутствует в земных лавовых потоках сразу после их извержения. Так что потенциально они были из среды, в которой действительно было небольшое количество жидкой воды. Так что это дало нам надежду, что мы сможем найти доказательства существования большого количества органических молекул внутри этих двух метеоритов под названием Накла и Лафайет. И у меня появилась студентка Аня, которая сделала всю сложную работу. Аня потратила очень много времени на обработку этих метеоритов. Нам дали совсем мизерное количество ценного метеоритного вещества для анализа. Поскольку процедура анализа включает в себя разрушение метеорита с помощью небольшого пестика и ступки в порошок. Затем с помощью различных растворителей из вещества извлекаются различные органические соединения. Затем экстрагированная органика замораживается, и далее мы анализируем образцы с помощью прибора в Глазго, который называется жидкостным хроматографическим масс-спектрометром. Этот метод аналогичен методу, который марсоход Curiosity использовал на поверхности Марса для анализа тех самых аргелитов, которые мы видели в кратере Гейла. Жидкостная хроматографическая масс-спектрометрия обычно используется в судебно-медицинской экспертизе для анализа крошечных капель крови и тому подобного. Достаточно очень и очень небольшого количества органического вещества, и этот метод определяет каждую молекулу, присутствующую в анализируемом образце, а также дает количественный состав. Именно этого мы и хотели добиться, поскольку мы знали, что в этих марсианских метеоритах не будет много органики. Итак, вот наши данные. И на первый взгляд перед нами весьма сложная картина. Но на самом деле этот график довольно легко расшифровывается. Итак, все, что находится в этом синем круге, который говорит обо всех образцах, это все наши бланки из лаборатории, так что это проверка на отсутствие каких-либо загрязнений в образцах. И мы также проверили некоторые земные базальты с Земли, со Шпицбергена, просто чтобы сравнить земные лавы с марсианскими лавами. И я хочу обратить внимание на этом графике, что все эти земные образцы отличаются от наших марсианских образцов, как от Наклы, обведенной оранжевым, так и от Лафайета, который обведен фиолетовым. И это первый результат. То, что есть четкое разделение между всеми земными образцами, которые сгруппированы вместе, и этими двумя марсианскими образцами органики. Оба Накла и Лафайет относятся к группе марсианских метеоритов, к наклитам. Они происходят из одного и того же места на Марсе, у них один и тот же возраст экскавации с поверхности Марса. И поэтому мы ожидали, что они будут накладываться друг на друга на графике, поскольку они происходят из одного и того же места с одной и той же планеты, из одной и той же пачки лавовых потоков. Однако они явно расположены далеко друг от друга. И это то, чего мы действительно не ожидали. Да, мы ожидали, что они будут отличаться от земных органических соединений. Мы предполагали, что марсианская органика будет отличаться от земной органики. Но никак не ожидали увидеть, что органика Лафайета будет отличаться от органики Наклы. И сначала это было для нас настоящим сюрпризом, и непонятно было, как это можно объяснить. И что же нам помогло преодолеть наш ступор? Что мы нашли в Накле и Лафайете? Хорошо. Оказывается, мы нашли органику, содержащую серу. Она очень похожа на ту, которая была обнаружена в кратере Гейла. Вот образец пентансульфоната, который обнаружен в веществе метеорита Лафайет. А эта зигзагообразная цепочка просто показывает углеводородную цепь. И у нее обнаружена вот эта функциональная группа с серой и некоторым количеством кислорода на конце молекулы вот здесь. Мы также обнаружили много жирных кислот и липидов, которые на Земле составляют клеточные стенки микроорганизмов. Они встречаются в других метеоритах, например, в углистых хондритах. Это метеориты, подобные недавнему глостерскому метеориту Винчкомб.
Эти соединения очень распространены в таких углистых хондритах. Но об этих соединениях раньше не сообщалось для тематики Марса. И реакция была что-то вроде: ну хорошо, может быть, это указывает нам на источник марсианского углерода. Ведь в основном именно астероидные метеориты бьют по поверхности Марса, и это вещество попадает в марсианское лавовое вещество. Однако мы в этом не уверены, поскольку в Лафайете мы обнаружили молекулы такой труднопроизносимой жирной кислоты. Как правило, это молекулы с довольно длинной цепочкой. Таким образом, касательно определения источника органических молекул на Марсе, мы не можем точно сказать, происходят ли эти молекулы из подповерхностных слоев Марса. Или же органическое вещество было поднято вместе с магмой из магматической камеры, которая находилась глубоко в коре или даже в мантии Марса. Или же эта органика поставляется при помощи астероидных или углистых хондритовых метеоритов, выпадающих на поверхность Марса. А затем их вещество интегрируется в вещество лавовых потоков, представленное наклитовыми метеоритами. В данный момент мы не можем точно сказать, какой из вариантов является верным, нам нужны дополнительные данные. Но я хотела бы сосредоточиться на упомянутых различиях между Нагло и Лафайетом, потому что это ведет нас в очень неожиданную кроличью нору. Вот здесь очень неожиданный график. И как видите, Нагло и Лафайет здесь сильно отличаются. Видно, что у них очень разные органические соединения. Нагло выпала в 1911 году в Египте, и ее собрали сразу после падения. Итак, у этого метеорита очень четкая ясная история. Есть свидетели его падения, есть те, кто его собирал и передавал в Лондонский музей естественной истории. Но с Лафайетом нет такой уверенности. Вот здесь на нижнем правом изображении показано, как выглядит Лафайет. И снаружи он покрыт стеклянной коркой, на нем различимы эти прекрасные линии потока. И это типично для очень свежего метеорита, где вы можете увидеть так называемую кору плавления, которая представляет собой черную стеклянную поверхность. Но если метеорит пролежит некоторое время на поверхности Земли, то кора мутнеет, на ней появляются ржавые пятна, трескается и отваливается. Лафайет выглядит очень свежим метеоритом. По слухам, он упал в месте под названием Лафайет в Индиане. Он был случайно найден в ящике в столе в университете Пердью, в городке Лафайет, штат Индиана, и был признан метеоритом в 1931 году. Однако неизвестно, как он там оказался. Ходит история о том, что в университете Пердью был темнокожий студент, который во время рыбалки увидел падение метеорита, и он упал в озеро. Студент выловил его из озера и забрал его домой. И в конце концов пожертвовал его университету Пердью. Но, к сожалению, студент так и не был идентифицирован. И поэтому мы не уверены, когда он мог упасть. Этот метеорит упал в каком-то году незадолго до 1931 года. Сотрудник, которому он рассказал и пожертвовал метеорит, давно уже умер. А исследователь, опубликовавший эту статью в 1931 году, Фарингтон, никогда не встречал ни студента, ни сотрудника университета. Я думаю, именно с этого момента возникли эти слухи о происхождении этого метеорита. Итак, это хорошая история, но она никем не подтверждена. Год, когда он упал, неизвестен. Студента, кто рассказал эту историю, также не нашли. Однако метеорит выглядит очень свежим. Я уделяю внимание этой истории, поскольку молекулы, обнаруженные в метеорите Лафайет, являются довольно распространенным органическим соединением и имеют даже название, так называемый вомитоксин, буквально токсин рвоты. Это сразу же бросилось в глаза мне и моей студентке, поскольку обычно сложные молекулы, подобные этой, не имеют какого-то названия. Обычно они пронумерованы, и у них очень длинное химическое номенклатурное название. У них нет такого красивого короткого имени. Таким соединением дается имя только в том случае, если это известная молекула, которая была хорошо изучена, и известно, как она образуется. И поэтому это название бросилось нам в глаза. И мы немного покопались в литературе во время локдауна. Мы выяснили, что вещество получается из токсина, вызываемого в определенной степени болезнью, которая поражает пшеницу. Это грибковое заболевание, известное как парша или фузариоз колосьев. И эта болезнь приводит к неурожаю пшеницы. Так что это очень хорошо изученное соединение. Это указывает на то, что весьма вероятно у нас есть земное загрязнение, по-видимому, в месте падения метеорита Лафайет. И это дало нам подсказку для выяснения места падения метеорита Лафайет. В этом месте должен быть распространен вомитоксин, вызванный паршой колосьев.
Эта болезнь поражает колосья в теплое и влажное весеннее время после дождей, когда пшеница только начинает цвести на орошаемых землях, где использовано искусственное орошение, а также на полях, где пшеницу выращивают через год после посева кукурузы или пшеницы. Таким образом, мы можем говорить о поле, находящемся в теплом и влажном климате с постоянным использованием искусственного орошения. Метеорит Лафайет был найден в штате Индиана в центральной части США, где занимаются сельским хозяйством. И недалеко от самого Лафайета находится графство Типтон площадью 1303 квадратных километра. Сейчас я провожу свое небольшое исследование. Один из первых найденных нами веб-сайтов по проблеме парши колосьев был веб-сайт из Индианы. Там есть целый институт, занимающийся паршой колосьев. Поскольку эта болезнь настолько распространена в Индиане, что она приносит неурожаи, и от нее заболевает домашний скот. Вомитоксин или рвотный токсин вызывает рвоту у домашнего скота при отравлении зараженным кормом. Так парша колосьев отравляет домашний скот. И эта организация тщательно отслеживает вспышки этого заболевания, начиная с XIX века. Итак, университет Пердью был основан в 1869 году. А значит, у нас есть 62-летнее окно. Это событие произошло в штате Индиана, который поразила вспышка парши колосьев и отравление скота вомитоксином. И в это место во время вспышки болезни упал метеорит. Еще раз, университет Пердью был основан в 1869 году. Таким образом, между годом основания и 1931 годом прошло 62 года. Поэтому я попыталась отследить годы вспышек парши колосьев с отравлением вомитоксином скота. И посмотреть, совпадают ли эти годы с годами, когда чернокожие студенты оканчивали университет Пердью. Вот такая получилась сложная детективная история. Я просто вставила это фото, потому что для меня забавно, что свиней тошнит от этого токсина. И именно поэтому его называют вомитоксином. Таким образом, очевидно, что 1919 год был годом вспышки парши колосьев в графстве Типтон. И, скорее всего, событие должно было состояться осенью. И на данный момент мы пытаемся выяснить, учился или заканчивал ли чернокожий студент университет Пердью в 1919 году. Возможно, вам покажется, что это сложное расследование, но на самом деле это совсем не сложно. Потому что между годом основания университета в 1869 году и 1931 годом училось всего 3 чернокожих студента, которые окончили университет Пердью. Все трое посещали занятия в университете во время 1919 года. Теперь мы продолжаем поиск того, кто это сделал. Мы выясняем, кто именно из этих 3 студентов мог быть тем самым свидетелем падения метеорита Лафайет, кто из них может подтвердить эту историю. В настоящее время мы пытаемся получить больше информации об этих студентах и, возможно, связаться с их родственниками, чтобы узнать, не говорил ли их дедушка о том, как он видел падение метеорита. И мы были бы очень рады, если нам удалось бы отследить и, возможно, подтвердить и выяснить историю о том, как метеорит Лафайет оказался в том ящике в университете Пердью. Окей, на этом я остановлюсь. И я надеюсь, что у нас есть еще время для вопросов. Большое спасибо, Лидия. Мне очень понравилось, как вы это сделали. Ага. Это действительно увлекательный способ проследить историю образца во времени. И я думаю, это лишний раз подчеркивает важность хорошего документирования сбора и хранения образцов, не правда ли? Да, определенно. Я предполагаю, что куратор, который просто положил образец в ящик, подумал, что это какой-то ледниковый камень и не имеет значения. И это заставляет меня задуматься, если бы студент был белым, то, наверное, даже не обратили бы внимания на эту историю. Ведь это был 1931 год. Может быть, из-за того, что он был темнокожим студентом, они не придали его словам какое-то значение. В то время скорее и не могло быть иначе. Меня это заставляет задуматься, сколько метеоритных образцов может лежать забытыми в ящиках, потому что они не были правильно опознаны в свое время.
Кто знает, какие открытия могут быть сделаны, если бы эти образцы были обнаружены и исследованы правильно. Вы упоминали о падении метеорита Винчкомб. И на тот момент к геологическому обществу обращалось много людей из того района. И они хотели узнать, могут ли они выйти на поиски метеорита. И если да, то что им делать дальше в случае находки? И я подумала, что может быть я начну с вопроса, что делать дальше человеку, который думает, что нашел метеорит? И как ему убедиться, что вы, ребята, ученые, сможете задействовать его в исследованиях, в вашей науке? О да, со сбором Винчкомба все было действительно сложно, так как его выпадение попало в пик карантина. И людям не разрешалось перемещаться. Нам самим пришлось получить специальное разрешение от университета, от высшего руководства, чтобы у нас была возможность туда съездить и поискать самим. И чего мы больше всего не хотели, так это то, чтобы люди со всей страны внезапно нагрянули в этот действительно небольшой провинциальный городок и потенциально занесли ковид-инфекцию в этот район. Так что мы скорее отговаривали людей не ездить туда в столь непростое время. Теперь ограничения сняты, поэтому не стесняйтесь съездить туда на поиски. Чего искателям не следует делать, так это использовать металлоискатели и магниты. Хотя это наиболее простой метод поиска для определенных типов метеоритов. Но когда металлоискатель воздействует на вещество метеорита, происходит затирание данных, которые с научной точки зрения очень важны, поскольку ученые заинтересованы измерить исходные магнитные свойства метеоритов. По этим свойствам можно будет понять о магнитном поле родительского тела. И магниты, применяемые при поиске, стирают эту критическую информацию. Обычно вы ищете черные камни, которые не сильно отличаются от любого другого земного камня. Так и велся поиск выпавшего Винчкомба. Тот мужчина, который нашел метеорит на своей дорожке, накануне вечером смотрел по телевизору выступления моих коллег Люка и Эшли из Музея естественной истории. Утром он заметил несколько разбросанных черных камней на своей дорожке. И, к счастью, он вспомнил про увещевание Люка из новостей, что если вы найдете разбросанные черные камни, то не выбрасывайте их как мусор, а наоборот соберите их и сложите в мешок. И они сложили метеорит в полиэтиленовый пакет. Это означало, что его собрали через 12 часов после его приземления на их подъездной дорожке. И нам повезло, что в ту ночь не было дождя. То есть это совершенно нетронутый образец. Так что я очень и очень была этим воодушевлена. Затем мы тоже вышли на поиски и нашли еще много других кусочков. Мы провели как бы полицейский поиск, прочесывая местность. Шли цепью, как в фильмах, когда полиция ищет улики в полях. Мы просмотрели множество овечьих пастбищ, а метеориты очень похожи на овечий помет, так как они покрыты черной глянцевой поверхностью. И по размеру с овечьим калом. Что же, приходилось с этим мириться, так как было много ложных опознаваний. Но в конце концов мы нашли довольно крупный кусок. И его нашла подруга Люка, которая даже вовсе не ученый. В тот день она принесла 9 круглых какашек и спросила: «Ведь это метеориты, правда?» «Ну мы, конечно». «О нет, конечно». А на это она сказала: «О, ну тогда я думаю, что вот этот один из них». И мы подумали: «Да ладно тебе», а потом Люк такой: «О боже, это действительно он». И это был крупный индивидуал с корой плавления и красивыми линиями стекания. И этот образец сейчас выставлен в Музее естественной истории, так что вы можете пойти и посмотреть на него. Прямо сегодня. Да. Некоторые из негламурных аспектов полевых работ у нас меньше обсуждаются, такие как прочесывание овечьих полей. Но в то же время очень приятно, что метеориты могут быть обнаружены посторонними людьми, которые даже не являются геологами, а просто во время прогулки. И эти метеориты ждут своего открытия. Абсолютно верно. С этими мыслями нас спросили, почему нет более свежих метеоритов с Марса. И я предполагаю, что этот вопрос можно разделить на два. Почему нет более свежих геологических образцов с Марса? И что влияет на время падения метеоритов на Землю? И да, как это работает? Да, это очень интересный вопрос. И это на самом деле то, что в настоящее время изучает мой начальник в Глазго. И он находит некую цикличность в выпадении метеоритов, таких как Винчкомб, а именно углистых хондритов. Он считает, что каждые несколько десятилетий происходит всплеск сообщений о падении таких метеоритов. Я точно не помню длительность цикла, то ли 10, то ли 30 лет, а потом опять затишье. И это как бы предполагает, что, возможно, рядом с Землей есть какие-то разрушенные астероиды, которые мы не можем видеть, потому что они, возможно, довольно маленькие. Или это поле обломков, которое сближается с Землей каждые 30 лет или около того. И тогда шансы их выпадения на Землю увеличиваются. А вот с Марсом у нас не выявлено никакого цикла падений. И да, как это работает? Ученые обратили внимание на факт,
что сейчас находят меньше метеоритов, чем когда на Земле жило меньше миллиарда человек. И это несмотря на то, что сейчас в небо смотрит гораздо больше людей и камер. Почему же в последнее время не находят больше метеоритов, чем раньше? И я полагаю, что ответ заключается в том, что люди больше времени проводят в помещениях. Раньше люди каждую ночь выходили на улицу, внимательно следили за небом. У них не было Нетфликса, и по вечерам нечего было больше смотреть. Но также не видно увеличения свидетельств метеоритных падений. Метеориты очень трудно найти. Чтобы точно определить место падения, необходимо, чтобы несколько людей заметило метеорит из разных мест. По этим свидетельствам можно триангулировать направление падения. Огромная часть поверхности Земли покрыта водой, что также затрудняет поиск метеоритов, упавших на океаническое дно. В Великобритании имеется сеть камер слежения за небом, и она частично помогла в нахождении метеорита Винчкомба. По видеозаписям мы триангулировали падение его огненного шара и довольно точно определили область разброса. Однако был уже случай, когда фиксировалось падение, но метеорит так и не был найден, поскольку он приземлился в Северном море, а может и в Швеции. И это неудивительно, поскольку даже если он упадет где-то в Шотландии или на юге Англии летом, то метеорит будет очень маловероятно найти. Для плодотворного поиска мешает трава, даже достигающей щиколотки. Слишком маленький метеорит не будет выделяться на фоне зеленой травы, если, конечно, он не образует заметный кратер. Но в основном метеоры не образуют кратеры, они просто плюхаются в почву и остаются там. И они выглядят как обычные земные камни. Поэтому если вы не увидели своими глазами его падение, то найти метеорит довольно сложно. И от этого факта и без того уникальное внеземное вещество, кажется, делает его еще более уникальным, особенно когда вы держите его образец перед помещением в масс-спектрометр. Точнее, я выразила свою мысль Люку, когда мы нашли этот метеорит. Ты понимаешь, что это является самым ярким моментом в нашей карьере. Дальше все пойдет на убыль. У меня есть вопрос от Ирен, которая хочет узнать. Очевидно, у нас есть метеориты, которые прилетели на Землю с множества разных планет, и Марс является одной из них. Но есть ли метеориты Земли и других планет на других телах Солнечной системы? Можно ли найти метеориты на других планетах? О да, конечно. И это очень востребовано. Нам очень нужно найти земной метеорит на Луне. Так как на Земле есть тектоника плит, то ее кора постоянно перерабатывается. И это означает, что у нас нет вещества, проливающего свет на самую раннюю историю Земли. У нас нет никаких геологических записей. Но потенциально это мог быть метеорит, выбитый с древней Земли 4 миллиарда лет назад и покоящийся где-то на Луне. На Луне нет выветривания, и земной метеорит просто отлично сохранится в этой вакуумной атмосфере. Но пока никто не нашел такой метеорит. Но это будет действительно потрясающая находка, если мы когда-нибудь его найдем. Окей, это действительно захватывающе. Так что у Ирен есть возможность стать именно тем ученым, который откроет и изучит этот действительно уникальный метеоритный образец. Думаю, у нас осталось время только для последнего вопроса. Как ученые могут определить разницу между жизнью или органическими молекулами, которые возникли на Марсе, от тех, которые могли быть принесены нами с Земли? И я думаю, вы немного затронули эту тему, когда показывали нам один из ваших графиков. Я хочу сказать, что у вас есть много образцов, которые вы прогоняете через прибор, чтобы показать вам, что эта органика имеет земное происхождение, а это нет. Но не могли бы вы рассказать нам немного о том, как вы определяете, что жизнь или органические молекулы, которые вы извлекаете из этих образцов, определенно именно те самые, которые там были изначально? Да, это тоже очень хороший вопрос. Чтобы исключить загрязнение Марса в земной органикой, зонд, который будет отправлен на Марс, с целью возврата образцов, будет полностью стерилизован на высочайшем уровне. Потому что, очевидно, мы не хотим уничтожить все, что потенциально может там жить. Мы не хотим оконфузиться, если найдем на Марсе земную жизнь, из-за того, что мы ее туда занесли. К этому НАСА и все другие космические агентства относятся очень и очень скрупулезно. Что касается метеоритов, здесь все сложнее, поскольку в них есть земное загрязнение. Но есть детали, по которым вы можете отделить земные молекулы от марсианских. Один из лучших способов сделать это – посмотреть на водород. Различные изотопы водорода присутствуют в молекулах этих углеводородов. На Марсе водород тяжелее. Марсианское вещество обогащено тяжелым изотопом водорода. Таким образом, вы можете проанализировать это вещество в земных лабораториях.
И посмотрев на атомы водорода, входящие в углеводородные органические соединения, вы можете сказать, что это молекула марсианская, потому что она содержит тяжелый водород. А если молекула земная, то она будет обогащена легким изотопом водорода. К сожалению, инструмент, который может это делать, занимает размеры комнаты и требует огромных источников энергии с огромными сверхсильными магнитами. И в настоящее время невозможно сделать такой анализ с помощью марсоход. И именно поэтому марсоход Curiosity не может нам сказать наверняка, анализирует ли он привезенное земное загрязнение или марсианское вещество. Но мы все почти уверены, что это именно марсианская органика, так как все перед полетом проверяется. Любая резина, прикрепленная к аппарату, проверяется на молекулы, которые в ней присутствуют. Таким образом, исследователи знают все земные молекулы, которые можно обнаружить на марсоходе. Но для определения метеоритов должно быть исследование водорода, который мы обязательно проделаем. Это следующий этап нашего анализа, чтобы по водороду выбрать, какие из органических соединений определенно марсианские, а какие определенно земные. Действительно приятно услышать вопрос, предвидевший, в каком направлении пойдет наше исследование марсианской органики. Большое спасибо, Лидия, ваш доклад был просто фантастическим. Меня кто-то спросил, будет ли доступна эта запись? Да, она будет доступна на нашем YouTube-канале. И вы можете еще раз ее пересмотреть. Большое спасибо, Лидия. Без проблем. Мы хорошо провели время. Я надеюсь, что мы снова увидимся со всеми вами в следующий раз на нашей следующей публичной лекции. Так что спасибо и до свидания.